Так, перешли мы в другой эфир. Там что-то у меня не пойму, я чего глюкнула. Переходим в следующий. Народ, я надеюсь, вы меня не потеряли. Так, 2 зрителя вижу. Остальные. Вы со мной? Выбило, да. Что-то я не пойму, что это произошло. И причем возобновить не получилось. Обычно возобновляем, а тут это все переходим на следующий. Сейчас я тут ссылку кину, чтобы перешли. Так, кто у нас тут потерялся? Добрый вечер, теперь все хорошо. Так, я не зависла, нет? Вроде бы не вешу. Напишите, слышите, не слышите сразу. Так, 24 человека пришли. Нет, это что? Нет, не слышите или нет, слышите? Уже запись посмотреть успела. Быстро ты. Слышно, окей. Так, 25 человек пришли, остальные где? Народ, бегите сюда. 80 человек застряли на том чате, ой, там эфире. Так, сейчас я вам те вопросы перекину. Так, где мы тут остановились сейчас? Боже, мы тут столько много написали. Сейчас, секунду, девочки. Так. Девчульки, подскажите рецепт. Так, девочки, наращивать нетрудно, правильно. Лена говорит, это индивидуально, как кому в руки ложится. У меня 9 сантиметров, 1,3. Все отлично. Так, Юлия, да, если макали, слюнявили травинку и муравейник. Да, правильно, муравейник он такой кисленький, классненький. Так, Леночка, как вас можно найти в Фейсбуке? Так и пишите Рукоделкин Лена в Фейсбуке. Это Наталья Высоцкая интересуется, я ей сообщаю. Я надеюсь, она перешла на другой эфир и слышит меня. Наталья, отзовитесь, вы слышите или нет? Вы перешли на другой чат этот. Так, вот, вижу, слышу, ага, хорошо. Я на 2 этих сразу вам работаю. И на старый, и на новый эфир. Так, дальше, что? Пишите Рукоделкин Лена, у вас выйдет все, что в Гугле прям пишите, и вы увидите там все, что хотите. И в Инстаграм, и в Фейсбук. У меня там 2 анкеты, 2 страницы. Ну, неважно, куда вы напишите, я и там вас найду. Главное, чтобы вы написали. Так, есть, конечно. Так, Людмила, тоже в детстве все это жевала, правильно. Может, потому мы поздоровее детей наших, что мы все жевали. Так, я про деревья и муравьев, я поняла. Меня Анжелика звать, Лика. Лика Анжелика, понятно. Так, дальше. Муравьев мы обживали, что мы дальше жуем? Так, да чего мы только не ели. Корень аира. Вот корень аира я не ела, у меня такое не растет. Очень вкусно. Я до сих пор про дочку учу. Где съедобно. Мы тоже ходим, гуляем и все время обговариваем, что пожевать. Можно, а что нельзя. Но правда в городе сейчас как-то стрёмно жевать. Так, Юлия, Греция. Привет, Юлия. Здравствуйте из Киева. Вот Киев. Я тоже в Киеве. Надо в Киеве как-то мастер-класс будет встретиться. Это уже, наверное, ближе к осени или в августе, не знаю. Девочки, кто из Киева, пишите. Если хотите, можем встретиться. А то мне тут скучно. Может, хоть повеселее будет. Так, сейчас я буду плести. Просто я хочу чат старый этот почитать.
Так, были муравьи и акацию, да, смолу жевали. Акация желтая мне больше нравилась. Сейчас в огороде идет глобальная война с муравьями. О, муравьи это жесть. Так, нормальная копия пусть будет. С ней прикольно. Хорошо. Я поняла про анимашку. Привет, у нас пол первого ночи, сижу, смотрю. Вот видите, а я ничего не плету, болтаю тут с вами, мои девчульки. Беларусь кайфует, третий день непогода. Сказка. Непогода, в смысле, у вас там дожди? Беларусь. Так, Беларусь нас смотрит, отлично. Что еще? Где? Я вас потеряла. Аниме, прикольная фишка, супер. Привет из Стамбула. Это, кстати, про фишку анимешку. Анимешку оставлять со зверюшками или без зверюшек? Зверюшки вам уже поднадоели или еще нет? Привет из Стамбула. Стамбул, привет. Лена, твоя девочка очень хорошенькая, все хорошо. Отлично. Так, анимашка прелесть, особенно где вы с мужем танцуете, шик. Да, не то слово. У меня еще и сын там есть, только сыночек. У меня там уже как-то он еще у меня только 7 лет, а в анимашке он получился у меня прям уже парень на выданье. Так, мне тоже понравилась анимашка, отлично. Ира Мищенко, ты Высоцкую Наташу помнишь? Это я. Угу. Вот. Так, привет, Леночка. О, Ольга. Оля, я тебя в старом эфире не заметила. Ну что, у моей есть помощь? Нужна? Испания есть, Италии не встречала еще пока. Так, Лика, спасибо, дорогая. Планирую корзинку, а бумагу есть много собрать. Все для вас. Сейчас нет никаких газет. Так, ну да, у нас 10 час вечера. Я трубочки кручу. Отлично, Наташа. Так, Леночка, я хочу записаться в школу. Это мы уже прочитали. Наталья, не помню, наверное, это не я. Так, сейчас я заканчиваю уже. Ирина Выжилина, Сатушина. На самом интересном оборвали, Лика. Да, так, все, этот я закрываю, открываем новый. Тут вы новым уже тоже понаписали. Ого. Так, я снова с вами. Добрый вечер, добрый вечер. Это я не буду все перечитывать, слышно. Спасибочки, пока вы все не разбежались у меня. Так, после ваших роликов увлеклась плетением. Отлично, плету за 2 месяца и обожаю это. Но не беда, мозоли как быть. Мозоли обычно бывают у тех, кто крутит на весу трубочки. Переходите на стол. Если у вас мозоли на столе, значит делайте отдых ручкам. Не надо мучать себя так. У меня, если честно, за всю мою бытность, сколько я плету, у меня ни разу мозолей не было. Пальцы болели, да, было такое, но мозолей не было. Не мучайтесь. Может, вам спицу взять потолще, попробовать. Так, Анна, здравствуйте. Назаренко, на весу крутите, да. Вау, киевлянка, скоро буду дома. И я киевлянка, скоро буду дома. О, Наталья Высоцкая, так вы киевлянка? Так, а я наоборот хочу отсюда уехать. Ну, не навсегда, конечно, на месяц. Потом вернусь, если ничего не изменится в нашей жизни смешной. Так, на весу кручу и переучиться на столе не могу никак. Надо переучиться. Так, откуда эфир? Ольга Воробей тоже хотела сказать, что оптимально там 1 миллиметр 7 сантиметров или крутить 10, ну, нарежьте полосу или 104 косой. Косой, да, по косой тоже режет народ. Алена помогает гель для счета денег и смоченная губка. Гроза бывает. Сейчас расскажу про грозу. Так, все прочитала вроде бы более-менее. А то я вас тут и правда замучаю. Конечно, бывает гроза у нас. Еще и какая у нас тут гроза? У нас тут, я не знаю, недели 3, наверное, мучала нас и гроза, и молния, и дождь, и тучи, которые не уходили, затяжные. Все что угодно. Мы уже думали, вообще это никогда не закончится. Это был какой-то ужас. И вот настало наше солнце наконец-то. Так, сейчас, девочки, секунду. У меня пришел народ домой. 2 секунды. Сейчас я их открою.
Так, я вернулась. Мои пришли с гулек. Так, что мы говорили про грозу, да? Дождь у нас лил без остановки. Все залил. У меня на 5-м этаже мы живем. Потолок протек. Вообще отлично. У нас в съемной квартире просто счастье называется. Короче говоря, весело. Сейчас вот солнышко. Надеемся, что все просушится и все у нас будет как у всех. Счастье к нам придет солнечное. Даже настроение поднялось, вот честно скажу. Как-то вот вообще было очень грустно с этими дождями и с этим всем. Так, какую сюда еще беленькую сделаем? Так. Что мы еще там пишем? Девочки, я кручу на столе, но подушечки пальцев все равно побаливает тоже до мозолей. Сейчас я не покажу. У меня в предыдущем эфире я показывала, как я кручу. Это тоже, кстати, будет у нас вот эта школа. Там все это будет рассказываться. Так что, девочки, кому интересно, пожалуйста, приходите. Еще раз напоминаю про онлайн-школу. Кто хочет записываться, пишите мне в личные, в любой соцсети, где вы меня найдете. Так, я вернулась. О, боже мой. Высветила вам потолок свой. Извиняйте. Это наш прыгает и перепрыгивает на фронтальную камеру, на другую. Так, что мы говорили? Короче, про онлайн-школу вы все поняли. Кому надо, записываемся. Записываемся как можно быстрее и будем начинать как можно быстрее. Так, читаем дальше. Звонок у вас был, я побежала открывать. Ну правильно, гости у всех. Это мои вернулись с прогулки. И я пошла открывать. Так, про мозоли. Я ложу эту губку, но сейчас я вот перестала. Раньше я постоянно ложила губочку мокрую, смачивала пальцы и для кончиков, чтобы когда накручиваете, слегка смачивать. И желательно работать на пеноплексе или что-то подобное, чтобы было трение на столе конкретное, чтобы трубочки у вас не катались, потому что когда они катаются, это, конечно, жесть. Это очень неудобно плести. Я не пойму, вот что у нас с интернетом творится, чего он так глючит, что прыгает. Так, ладно, что у нас еще? Так, Лена, привет, Надежда. Твои ролики полезны, спасибо. Многому уже научилась, у тебя новые узоры. Ну, я стараюсь находить новые узоры на просторах нашего любимого интернета, за что я иногда получаю по шапке, когда автора не указываю, которого никогда не найдешь, того автора. Да и вообще я не понимаю, как это автор. Я бывает узор какой-то, ну, вот плету что-то, плету, потом думаю, ой, что-то новенькое сплету. Хоп, и придумала на ходу узор какой-то. Ну, такой несложный, что-нибудь простенькое. А потом через неделю-две оказывается, что... А я-то вовсе и велосипед изобрела. И уже давным-давно эти узоры-то известны. Думаешь, что ты первый. Вот так вот и авторство это тоже. Не знаю, мне кажется, что до нас уже давно все переплели. Просто кто-то нашел позже, а кто-то раньше. Ну, короче, девочки, получаю я по шапке периодически за эти дела. Ну, что теперь? Это моя такая доля блогера, скажем так. Так вот, так, что мы еще тут пишем? Привет с Алматы. Привет. Привет, привет. Привет из Витебска. Очень люблю смотреть ваши МК. Многому научилась. Отлично. Очень приятно слышать такие слова. Вот правда, очень-очень приятно. Что я не просто так вот
все тут делаю, а помогаю людям хоть в чем-то разобраться. Это очень хорошо. Так, сейчас дело быстрее пойдет. Так, я что-то обещала добавить еще по одной, да? Да. Сейчас будем еще стойки добавлять. Сейчас я ряд еще проплету, чтобы удобнее было. И уже на этом будет у нас последнее. Больше добавлять не будем стоечки. Так, здесь у нас коричневый. Ну, коричневого много осталось. И белая. Девочки, еще вот у меня просьба. Тем, кто меня смотрит, тем, кому это нравится, пожалуйста, вам не сложно, а мне будет очень полезно. Ролики, которые вы смотрите, пожалуйста, делитесь в соцсетях. В соцсетях пишите комментарии, не стесняйтесь. Вот увидели что-то, написали комментарий, рассказали свое мнение, поделились каким-то советом. Я, конечно, вас пытаюсь чему-то научить, но я прислушиваюсь к советам, мне тоже интересно. Я же не 7 пядей во лбу, естественно. Я знаю, что у меня есть много еще недочетов, которые я постепенно тоже изучаю. И все это пытаюсь все новому и новому научиться, скажем так. Я думаю, что нет такого идеального человека, который абсолютно все знает и ничему никогда не учится уже. Мы все равно все чему-то учимся в этой жизни. Поэтому пишите комментарии. Это повышает рейтинг роликов и канала и помогает продвижению, потому что продвигать канал очень тяжело. И ну, мне нужна ваша помощь. Пишите комментарии и делитесь в соцсетях как можно больше. И реклама. Если у вас есть, выходит реклама, которая идет с пропуском, сделайте такой небольшой вклад, кому не сложно, конечно, и посмотрите эту рекламу до конца. Можете как фон поставить. И еще одна маленькая просьба, но это тоже, конечно, по тому, если вы не против. Вот вы смотрите какой-то ролик, очень часто его все перематывают. Вот ролик там 6 минут, его взял человек, посмотрел, перемотал и посмотрел в сумме 1 минуту. Вот у меня ролики смотрят, ну там, я не знаю, минуты 3 в среднем получается. Это очень мало. Это тоже рейтинг канала делается. Можете поставить как фоновый режим просто, и пусть себе показывает. Пусть там звук можете убрать или еще просто. Ну, чтобы он просто шел. Ну, чтобы ролик просматривался полностью. Ну, или хотя бы какую-то часть, а не 30 секунд. Особенно мне, вот, честно, обидно аж до слез, когда смотрят ролик. Ролик, например, там у меня часто ролики маленькие, там 5-минутные. Так, а что-то у нас тут так красиво получилось прям. Надо еще рядочек сделать. И это 5-минутный ролик. Я отвечаю на вопросы, что-то рассказываю, объясняю, советую. А мне в комментариях пишут: а как вы это делали? А я говорю: а это было на 30 секундах ролика. Даже 30 секунд не посмотрели и задают вопрос тот, который это все обсуждалось. И такое очень часто. И мне приходится отвечать в комментариях на те вопросы, которые я уже обсуждала в роликах. Ну, как-то вот грустно. Не все, конечно. На всех я не говорю. Но есть такие люди. Так, ладно, не будем о грустном, будем о веселом. Погода хорошая, солнце светит, все прекрасно, все цветет. И читаем ваш чат. А то что-то я растрогалась тут. Так, подождите, я потеряла. А я купила канцелярский гель для бумаги. Удобно им крутить трубочки. Нет, это я что уже
Где вы? Побежала дверь открывать. Интернет выбивает, не знаю, если досмотрю. Ну, как получится, Оль. Так, звонок у вас был, это понятно. Стоимость обучения озвучьте. Так, сейчас. Ой. Муж лазит мне тут и мешает. В смысле сбивает. Так, что мы говорили? Стоимость обучения. Пока на данный момент мы посчитали, что где-то в месяц получается, если рублями, это 4 990. Пока так. Если гривнами, это 1900. 930, по-моему, мы считали. Да, 1930. Это будет, еще раз повторюсь, сюда входит полного нуля, с полного вообще, если вы ничего не умеете, если вы первый раз вообще видите, что это такое плетение, или если вы хотите какие-то уточнить для себя моменты, если вы новичок, это тоже будет полезно. Потом сюда войдут плетения некоторых изделий, мы будем проплетать. И плюс живое общение со мной, и модератор будет у нас. Мы будем обучаться вживую. Будут ролики, и будет живое общение. Будет конференции, и будете спрашивать у меня вживую, что, как, чего и куда. И показывать свои работы, и мы будем их обсуждать. Что не так, что это... Ну, такое будет чувство, что мы с вами общаемся вживую. Хочу вот такого добиться результата, чтобы вы могли общаться. Так, смотрите, такая козюлька получилась. Сейчас я вот эти вот белую с коричневой доплету и подставлю какой-то другой цвет. Так, дальше. Мы научимся плести веревочку прямую, обратную, из двух, из трех. Будем закрывать ряд, учиться правильно. Это большая проблема у многих, как я посмотрю. Я это все сделала вывод из комментариев, из того, что вы у меня все время спрашиваете, постоянные вот эти вопросы. Я думаю, что это будет хорошая такая, как сказать, ой, слово потеряла. Короче говоря, вам это будет полезно. Все это узнать из первых уст. Не искать, не бегать, не высматривать, не выискивать, не выслушивать. Кто хочет пообщаться и увидеть меня лично через видеокамеру, можно будет смотреть не только через компьютер, но и через телефон. Эта программа работает и в телефонном режиме, и в компьютере. Если у кого-то есть веб-камера, и он может на компьютере смотреть, значит, будет смотреть на компьютере. Если у кого-то нет веб-камеры, видео и не сможет этого сделать, значит, есть телефон. Я думаю, что телефоны сейчас уже у всех с камерами, и можно это сделать. Так, я хотела цвет поменять и забыла. Ладно. Можно будет через телефон это все проделать. Так, я в Израиле. Немного сложно с лаком, морилки нет. Это Наталья у нас в Израиле, а сама киевлянка. Как вас туда занесло? Морилки нет. Кстати, я же так и не договорила про морилку, да? Я что-то начала говорить, и у нас интернет сбило, точно. Про то, что я колерами делаю коричневый цвет. Я беру колер, баночку. У меня здесь сейчас под рукой нету, но я их постоянно показываю. Эти баночки, 100 миллилитров у них там. И вот где-то 100 миллилитров, если вы хотите сделать там насыщенный цвет, там красный такой яркий, или коричневый, или еще какой-то, я беру
темный шоколад, только темный шоколад, темно-коричневый или шоколад. И из него делаю вот эти коричневые. Если еще темнее надо, можно капнуть каплю там черного цвета туда добавить. Тогда тоже будет темный. А вообще я люблю их мешать. Я последний черный цвет свой мешала, если честно. Вот эти вот черные трубочки, вот, они у меня помешанные. Там я слила все. Все, что у меня было в баночках, я все туда слила. И черный, и коричневый, и красный, и желтый. Там все, и оранжевый. В результате получила вот черный цвет. У меня не хватало краски, недостаточно было. А так как у нас был карантин, и я не могла поехать купить другую, возможности не было, я смешала все. И в результате получила то, что хотела. А морилками я пользуюсь, но реже намного. Но знаю, что и как, чего. Если кого-то будет интересовать, значит, тоже будем отвечать на эти вопросы по морилкам. Так, Татьяна. А я купила канцелярский гель для бумаги, удобно им крутить трубочки. Да, я тоже видела канцелярский гель, но он у нас что-то не очень-то таки дешевый, и я решила подэкономить и не покупать его. Хотя, в принципе, я думаю, что он очень удобно с ним. У кого мозоли особенно. Так, Анна, а что вы делаете канцелярским гелем? Пальчики смазывают и крутят трубочки. Они хорошо хватаются, тогда к пальчикам прилипают и не скользят. Так, Инна, Лена, так пусть найдут того аборигена из Африки, куда население пошло, и плетение из пальмовых листьев. Да. Ой, это тяжелый случай. Не хочу я об этом говорить. Это плетение вообще, с чего его только не плетут. И вот эти вот узлы все, вот я смотрю, там некоторые мастера узлы показывают тоже. Там новый узел придумал. Ну, какой он новый? Это макраме. Я макраме занималась в свое время. И я их сразу вижу, эти все узлы. Их сразу видно. Все вот эти новые узлы, они вовсе не новые. Это все пришло из макраме. Это все пришло лозу. Лозу плетут испокон веков. Плетут правильно, вот, точно, что с пальмовых этих листьев. Плетут с кукурузы, плетут с камыша. Ну, это все идет оттуда. Я не знаю, с чего решили многие. Ну, есть, да, есть новые узоры, я не спорю. Наверняка кто-то где-то что-то придумал. Но не столько, сколько многие мастера говорят, что вот я придумал. Я не знаю. Я не верю, что все узоры новые пришли прям вот от мастера какого-то. Я не могу утверждать точно, что вот именно конкретно это я придумала. Усовершенствовала, может быть. Но придумала, ну нет. Потому что как придумал, так и отдумал. Кто-то до тебя уже это придумал только на каком-нибудь чешском сайте. Так, девочки, возобновила. О чем я там говорила? О том, что придумали из лаптей плести. Короче говоря, кто-то везде, кто-то что-то куда-то придумал. Так, ладно, читаем дальше. А что плетем, я не вначале подключилась. Плетем обычную какую-нибудь подставочку или панно, или что-то такое. Что-то кругленькое, что-то ненавязчивое из остатков трубочек. Лене скучно, она решила поговорить. 63 человека смотрят. Так. Голубые трубочки заканчиваются уже у меня. Что мы еще тут пишем? А ну-ка. Так.
Таня, Анна, вместо губки с водой смачиваешь пальчики перед кручением. Как удобнее, попробуйте, не пожалейте. Продается в канцелярских отделах. Да, хороший совет. Так, Анна, спасибо. Спасибо, Татьяна. Так, тут у нас не по-русски. Кто-то должен помочь перевести. Айла, чтоб я не отвлекалась. Кто-нибудь ответьте человеку. Так, мы уже целый час плетем, да? Сейчас быстро отвечаем на вопросики. И тут я еще обещала подставить еще по одной стоечке, заплелась и забыла. Сейчас мы еще какую-нибудь подцепим, подставим. Так, смотрите. Мы вот сюда теперь должны подставить еще по одной. Да, по одной. Слегка разъединяем и еще по одной вот сюда подставляем. И когда мы проплетем еще, ну, где-то вот столечко, я уже с вами этого не доплету, мы их разъединим и еще сплетем. И будет у нас красивое такое вот донышко, или, ну, кто что будет плести, тому так и будет. Или донышки, или еще чего-то. Или крышки, панно. А для крышек, кстати, вот я советую, когда вы вот так разъединяете, вот здесь вот после, надо разъединять, проплетать веревочкой из 3 разъединений. Оно тогда красиво смотрится. Ну, мне нравится. Так, да не за что. Леночка, я все время смотрю ваши узоры ситцем, смотрю ваши ролики полностью, так как вы даете много советов. Вот, умнички. Что еще сказать? Супер. Да, я никогда не просто плету и молчу. Я больше, наверное, не про плетение, которое плету. Ну, это тоже, конечно, рассказываю. Ну, советую. Ну, не знаю, язык без костей называется. Я советы даю. Мне не жалко. Что сама умею, то вам и показываю. Так что, девочки, еще раз приглашаю в онлайн-школу. Пишите мне в личку, кто еще хочет. А то народ наберется. Я очень много людей-то взять не смогу. Буду брать какое-то определенное количество, потому что я должна вас видеть, чувствовать и слышать. Не так, чтобы 100 человек набрала и не довела до ума разума и бросила. Нет, такого не будет. Я буду с каждым отдельно заниматься. И будем доходить до нужного предела. Кто на что гораздо, весь талант, который у вас есть, мы весь вытащим наружу. Доберемся до ваших сокровенных источников. Научимся. Каждый человек талантлив, только его надо раскрыть. Я так считаю. Тут я уже беру всякие разные стоечки. У меня тут, кстати, еще сиреневые валяются. Что-то я про них забыла. Сейчас. Так, народ уже уменьшается. Уже насмотрелся, наслушался. 1 дизлайк. Привет, дизлайк. Так, сейчас и почитаем, что тут вы пишете, чтобы никого не пропустить. Так, Инна, понятно. Лена, я и так стараюсь, рекламу, комменты и делюсь. Спасибо большое. Очень это, ну, просто человеческое вам большое спасибо. Это очень для меня много значит. Так,
Расстояние между трубочками разное. Сейчас оно все выровняется. Я же еще буду подставлять. Если бы я еще смотрела не в чат, а на плетение, то было бы еще ровнее. А так как я и туда, и сюда, как говорится, на все случаи жизни, и отвечать, и говорить, и плести. Еще и соображать. Так. А я нигде не могу в Новосибирске найти спицу 1,2. Спицу я у себя в Киеве тоже не нашла. Ну, то есть я нашла ее, но она меня вообще не устраивала. Там цена была сумасшедшая, и пересылка, и вообще кошмар. Я нашла стальной пруд. Мне Ольга дала координаты. Я позвонила и купила стальной пруд. Мне его разрезали и получила 1,2 и 1,5. Так что, девочки, кто близко или не близко, кто вообще из России, напишите, кто знает, где взять спицу или пруд 1,2, 1,5. Напишите прямо в чате, и пусть кому, кто не знает, где взять, прочитают, и будет вам всем хорошо. Если кто с Украины не знает, могу, кому надо, могу написать тоже данные, реквизиты, как сказать, контакты и бумаги, и спицы. Все это могу вам написать свое, кому интересно. А кто с России, девочки, делитесь. Так, Наташа, не переживайте, я нашла, теперь валяется. 1,2, 1,5 ищите, 1,5 лучше. Так, Наталья, у нас вообще спицы гнущиеся, я нашла из каких-то проводов, не гнущиеся, и кручу трубочки. Да, мне тоже спицы не очень нравятся, они гнутся. Вот эти все новые спицы, они все какие-то не очень. Лучше стальной провод взять, пруд. Это может быть спица из-под старого зонтика. Плела сундучок черный по твоему МК. Так и не хватило трубочек на крышку и бортик кручу еще 150 штук. Ничего страшного, я тоже так бывает. Что-то не дохватит, докрутила, доплела, и все класс. Главное, чтобы краска была. Так, Наталья, кстати, про зонтик я и не подумала. Тросик купила один, слишком муторно и мелковато. Не каждому подходят вот эти мелкие спицы, особенно новичкам. Я считаю, что новичкам, 1,5 это предел мечтаний. А потом уже, когда вы чуть-чуть подловчитесь, тогда уже можно и помельче, если вы хотите. Можно, конечно, научиться и сразу так, но все люди разные, у всех по-разному. Кому-то так, кому-то эдак. Поэтому смотрите сами. Если у вас есть под рукой, вот вам хочется плести, вы первый раз в жизни это видите, не гоняйтесь за спицами. Возьмите то, что есть дома. Есть у вас 2 сантиметра, возьмите 2 сантиметра, ничего страшного. Плетите так, а потом уже со временем приобретете, когда сможете. А то вы пока будете гоняться, время-то уходит, плетение хочется, а не может. А зачем, если можно сразу и хотеть, и плести. Вот. Так, работаю в Израиле, окрашу вместо морилок марганцовка. Марганцовка вроде бы цвет выгорает. Смотрите осторожно с вот этими всякими красками, такими зеленками, марганцовками. Они, девочки, не советуют, многие говорят, выгорает. Если у вас светлый цвет трубочек, белый, бежевый, там светло-голубой, вот эти вот все светлые трубочки, я вам советую класть в них, в нежные вот эти цвета, эмаль.
белую эмаль радиаторную. Она не так вам будет выгорать, делать выгорание. Если у вас черный, темный, то там, конечно, вам ничего такого и не надо. А если... Так, раз, два, три. Раз, два. О, зелененькую еще даже нашла. А если светлый, то добавляйте радиаторную эмаль, она вам не будет так выгораться в будущем. И грунтовка. Еще по грунтовке забыла сказать. Кто грунтует ПВА, не грунтуйте. Как в какой-то сказке. Кто грунтует, не грунтуйте. Не надо. ПВА со временем уже доказано. Изделия становятся мягкие. И плюс оно желтеет. Не надо этого делать. Грунтуйте, берите обычную строительную грунтовку глубокого проникновения и грунтуйте ей, если вам это надо. Но ПВА не надо. ПВА вот клеите и все. А грунтовать не стоит. Так, добавила. Плетем дальше. Говорила, будет короткий, а уже 1,5 часа почти прошло. Так. Сейчас еще немножко доплетаем, читаем и убегаем. Как вы обрабатываете трубочки? Ролик, и не один, на моем канале. Открываем Рукоделкин Лена. Открываем внизу под этим роликом имя Рукоделкин Лена. Нажимаем на него. Выходим на мою главную страницу. Там есть видео, плейлисты. Открываем видео, просматриваем, находим обработку и обрабатываем. Там есть 2, а то и 3 варианта обработки трубочек. Есть с дюфой, есть просто с лаком. 1 к 1 смешиваем, или лак, или дюфа, без разницы. 1 к 1, у кого что есть. И обрабатываем. Все остальные нюансы смотрим в ролике. Или приходим в нашу школу онлайн. И будем это все учиться вместе. Так, у меня еще и красная трубочка тут есть. Еще и красную сплету. Видите, болтаю и медленно плетется из-за этого с чатами. Еще в онлайн-школе будем загибки изучать. Как правильно делать загибки. Там тоже много нюансов есть. Знаменитых загибок наших. Кто еще не разобрался, тоже будет полезно очень разобраться. Так, если вопрос, мне лак-вода. Не поняла. Ладно. Так, Анна, вот вы говорите окрашивание колером. Какая концентрация? 1 к 1? Это зависит от того... Нет, 1 к 1 точно нет. Это зависит от того, какого цвета вы хотите трубочки. Если у вас, например, вам надо, ну вот черные там, например, да, такие вот конкретно черные, я делаю вот эту вот маленькую бутылочку 0,1, ну 100 миллилитров, делаю на 0,5 воды литра, на пол-литра. И туда добавляем 1-2 ложки столовых этого лака акрилового бесцветного, для того, чтобы он закрепился. А если вам нужно посветлее что-то, то, конечно, вам надо разбавлять больше или колера меньше лить, смотря сколько вам краски нужно. Потому что все зависит от того, что вы хотите получить в результате. Так, это какая-то толстая трубочка, мне она не нравится. И вот еще одна толстая. Это, наверное, муж крутил у меня. Толстопузиков накрутил. Что-то остались одни белые, черные. Так,
красную еще нашла. Если вы красите морилкой, вот не разбавляя или разбавляя, без разницы, там водой вы ее разбавляете или нет, какой цвет вы хотите. Я лично не добавляю ничего туда, в морилку. Вообще ничего не добавляю. Просто вот крашу морилкой и все, а потом обрабатываю трубочки. Но многие, я слышу, жалуются про то, что расклеиваются трубочки, скрутка плохая и так далее. Значит, смотрите, все индивидуально, это все зависит также от производителей, бумаги и так далее. Попробуйте сначала ничего не добавлять. И там, небольшое количество. Если получилось, отлично. Если вдруг происходит расклейка, добавляем лака немножко. Но смотрите, если у вас морилка скрутится, не удивляйтесь. Такое может быть. Бывает, у меня такое было. У меня морилка пошла хлопьями от лака. Поэтому, у меня, в принципе, она и так не раскручивается. Поэтому я лак вообще не добавляю в покраску в эту с морилками. Поэтому смотрите, все индивидуально. Берете свою морилку любую и проводите эксперимент. Она может сделать еще так. И колер тоже, кстати, так тоже может сделать. Вы добавили лак, покрасили, все отлично. А потом на следующий день вы пытаетесь сделать то же самое, а она пошла хлопьями. Такое тоже бывает. Поэтому с этим осторожно. Это вам на моем опыте я рассказываю. То, что было у меня. Сделаю подставку под горячее себе, наверное, такую. Или под кружку у меня есть, а будет еще под горячее. Так, что еще мы делаем? Читаем. Так, марганцовку, да. Трубочки, которыми вы сейчас плетете, на какой размер спицы делали? 1,8, я вначале говорила. Вот эти вот именно на 1,8 скручены. И полоса 7 сантиметров. Но это у меня. Так, девочки, что ж-то оно вырубает все время? Так, тросики в автомагазине советуют тоже посмотреть. Для поднятия капота тоже подходят на 1,2. Так, дальше. Спасибо, девочки, за подсказку. Нужно поискать. У меня еще так ровно не получается, только конфетницу сплела и шкатулку. Сколько лет вы плетете? Года 3. 3-3,5, где-то так. Так, Танечка, я купила, но сам тросик неровный, как будто волнистый, крутить неудобно. На тросике многие крутят, но видите, тросики, видно, разные бывают. Так, зеленую трубочку тоже надо было как рабочую использовать. Она сухая, и она уже обрезанная. Я ее нарастить не смогу просто. Поэтому я тоже на нее посмотрела, хотела ее но она, к сожалению, у нее обрезанный был. А больше зеленых нету, к сожалению. Поэтому она пошла как стойка. Ничего. Оксана, тебе спать не пора идти уже? По-моему, у тебя там уже круглая ночь, дорогая моя. Я все переживаю, чтобы вовремя спать ложилась. Это я сама не сплю, а за других переживаю. Так, спасибо за ответы. Пожалуйста, нам не сложно. Лена, зато интересно рассказывать и приятно вас слушать. Спасибо. Михаил. Михаил, это Михаил или это кто-то сидит под Михаилом? А то у нас тут частенько то под сыновьями, то под мужьями сидят. То ли сам Михаил пришел. Так, Анна, разведенный колер можно хранить, если не использовать весь. Можно, но тоже
Все зависит от производителя. У меня многие колеры разведенные стоят месяц, два, три, а некоторые берут и протухают, скажем так, они заваниваются. Колеры заваниваются. Их запах, открываешь бутылку через время, идет запах. Бывает не сильный, а бывает приличный. Ну, в принципе, на покраску это никак не действует, но неприятно такие иметь. Я много не развожу. Я развожу какое-то определенное количество, чтобы можно было его в ближайшее время потратить. И вот когда вот черные, как я вот говорила, вот у меня оставались, и чтобы они не попропадали, я их все слила и получила в результате черный цвет. Ну, экспериментирую постоянно с цветами. Ну, так, чтобы вот они вот долго-долго стояли. Если те, которые я знаю, что они стоят долго и ничего с ними не случается, они стоят. А есть те, которые вот реально что-то это, и они запах, начинается запах. Не очень приятный, скажем так. Они протухают. И я выбрасываю тогда такие вонючки. Потому что ну куда такое дело? Никак никуда не пойдет. Особенно если под заказ плетете, вонючими ж не будете плести. Поэтому смотрите, с колерами такое дело. В принципе, может их в холодильник тоже ставить, но я не ставила, не знаю. Морилка у меня самоваренная, я уже когда-то рассказывала, она у меня стоит уже с осени. И причем стоит без всяких спиртов, там вот говорят, спирт добавлять надо, чтобы не пропадало. Просто стоит в нижнем отделении холодильника у меня и отлично себя чувствует. Я ее вот вытаскиваю периодически, она нормальная, не пропавшая, вообще, ну, идеальная, как новенькая, скажем так. Я бы уже и рада, чтобы она пропала, чтобы ее выбросить. Потому что она сейчас мне как таковая не нужна, и вообще не пользуюсь. Но тем не менее она стоит, не пропадает, и жалко, стоит дальше. Так, дальше читаем. Полвторого, кто бы говорил. Ну, я ложусь, да, в полпятого могу лечь, могу полчетвертого. В последнее время все время в полчетвертого ложусь. Как солнце вижу, начинает сходить, значит, лень и спать пора. И тогда иду спать. Уже светло, уже спотыкаться по дому не будешь ходить. Удобно. Так. Ха-ха, Елена, вы мужа и кручению трубочек приобщили. Надо попробовать своего под это делать приспособить. Да, он у меня раньше все время крутил. Я вообще не знала, что такое крутить. А сейчас что-то вот обленился со своей 3D ручкой. Все лепит и лепит что-то. Сочиняет, мастерит. Он мне тут уже полдома намастерил. Электронщик. Вот, мастерит постоянно тоже что-то. Дочка рисует, муж мастерит, сын с конструктора вечно что-то лепит. А я вот тоже. У каждого своя работа. Так, тут у нас опять кто-то что-то пишет. Никто ему не отвечает. Оксана, переведи. Переведи, тут у нас иностранцы на связи. Надо им отвечать. А то я, если сейчас начну отвечать, это будет долгая история. Переведи, пожалуйста, что ответим, чего они хотят. Все равно не спишь. Так. Подскажите, где вы берете бумагу и по какой цене? Я сейчас в данный момент беру в Украине. У нас здесь интернет-магазин Юлис. Посмотрите, если вы с Украины. Если с России, то подсказать не смогу. Для этого надо россияне. Сайт Юлис. Там хорошая бумага. И там не просто хорошая, там выбор есть. Разный. Всякой разной. Можно выбрать, какая вам захочется. Короткий эфир не удался.
хотела сделать короткий, а все равно получится длинный. Так, полвторого, так это мы читали. Михаил под именем. Вологодская область. Отлично. У нас мальчики, значит, мужчины. Прекрасно. Мужчин мы тоже приглашаем в онлайн-школу, кому интересно. Так, здесь у меня трубочка попалась такая страшненькая. Так, Лара. Здравствуйте. Почему бы мужу не помочь? Мне муж помогает, могу резать, если есть время. Он меня и резал, и крутил. Вообще было отлично. Особенно, когда я уезжала куда-то с детьми. Приезжаешь домой, а уже короб бумаги стоит. Ой, как хорошо. Ну, в смысле трубочек накрученных. Приходишь и плетешь, плетешь. Я плести люблю, крутить не очень. Хотя бывают такие моменты, когда вот крутишь и все, и больше ничего не хочется. Руки надо чем-то занять. Вот это отличное занятие. И кто умеет на весу крутить и на столе, это отлично, потому что можно крутить где угодно, в любой точке мира. Так, а мой муж трубочки считает накрученные и обрезки. Ой, ну это тоже очень важное дело. Мой тоже, когда крутит их, он их считает. Не знаю, правда, зачем. Наверное, чтобы мне пока похвастаться и сказать, смотри, сколько я накрутил трубочек. А обрезки у меня иногда считает дочь. Я ей приношу коробочку и говорю, считай. Потому что я их считать терпеть не могу. Трубочки и обрезки. Нет у меня времени вот это вот считать. И когда у меня спрашивают, сколько потратила туда-туда, я не знаю. Вроде как мне и надо знать, но не знаю. Могу я себе такую вот роскошь сделать, не считать? Могу. Так, Лара, спасибо вам за советы. Многому у вас научилась. Что-то с интернетом останавливается иногда ролик, поэтому чаще смотрю записи. Спасибо вам. Пожалуйста. На здоровечко. Так. Михаил, вы плетете? Только учимся. Приходите к нам учиться в школу, Михаил. В школу онлайн у нас будет школа, и мы там вас научим всему. Так что приходите, если хотите. Так. Круто. Надо точно своего вовлечь в процесс. Конечно, надо. А что они лентяйничают на диване? Конечно, пусть крутит. А даже если не лентяйничает, все равно пусть крутит. Руки. Когда фильм сидит и смотрит, руки что делают? Ничего, пустые. Трубочки. Решение всех проблем. Так, спасибо, Елена Власова. Училась на ваших работах. У вас красивые изделия получаются. Спасибо. Стараемся. Вот смотрите, как я долго-долго кручу и мучаю этот круг. Наверное, пора вас уже не мучать. И, наверное, пора мне их уже раздваивать. Вот так вот последнее раздвоение мы сделаем. Но раздваивать надо вот с этой трубочки начинать, где мы помечали. У меня, кстати, уже трубочки тут заканчиваются. И остались одни белые с коричневыми и бежевыми. Самые ходовые. Ой, что я так много клея бузанула. Лишнее убрать. Вы когда трубочки крутите, вы клей лишний убирайте всегда, а то потом этот клей не дает прокрашивать трубочки. Бывает прокрашивается, а бывает вообще не прокрашивается. Остаются пятна, а потом приходится срезать их. Эти скрутки длинные из-за клея.
Так что смотрите, этот момент тоже важный для новичков, кто еще не встречался с таким делом. Некоторые бумагу берут в издательстве по 40 килограмм и сразу им там нарезают нужным размером. Да, есть не только издательство, есть и люди. Я слышала, там он в России какой-то мужчина, там я не знаю кто он, но я думаю, он не один такой, кто режет бумагу. Нарезают бумагу, но за это, естественно, они берут деньги. Можно в типографии заказывать, там тоже режут бумагу. У кого есть, если нормальная, адекватная типография, то тоже это дело можно проделать. Сразу и нарезать, и вообще отлично. И не мучиться. Есть, продают резаки специальные, многие резаками режут. Тоже радуются. Я режу канцелярским ножом. Муж мой режет обычными ножницами. Поэтому тут такое дело, кто как. Кто на что гораст. Так, у меня тоже бывает, что не хочется ничего, только кручу и все. Обычно это бывает после большой работы или муторного заказа. Ой, у меня это было не после большой работы, а вот эта погода, вот эти дожди, 3 недели этих дождей, я вот это ролики выходили у меня раз в неделю, сейчас ролики выпускаю, если вы заметили, потому что я, нет настроения, если честно. YouTube что-то стал так плохо все это дело оплачивать, поэтому стимул у меня пропадает, еще и дождь этот, и, короче, муторно что-то было. И я вот крутила и накрутила там, я много накрутила. Я их не считаю, но знаю, что там хватит прилично. Поэтому я кручу. Сижу и кручу. Куда кручу? Ну вот сейчас у меня школа пойдет, и как раз пригодятся и трубочки, и все это дело пригодится. Так, сейчас дойдем до нашей веревочки и будем раздваивать опять трубочки. У меня они уже, кстати, заканчиваются, и как раз получится у меня подставка под что-нибудь, подставка. Так, вот подошли мы к нашим трубочкам, к нашим веревочкам. Я здесь не буду делать веревочку, раздваивать, потому что она будет мне как подставка, она будет мне мешать. А если бы это была крышка, я бы веревочкой из 3 здесь проплела. Так, сейчас я еще чуток проплету и все, и буду вас отпускать. А то я вас уже задолбала, замучила, извиняюсь. А то мне некоторые говорят, что я неправильно общаюсь, неправильные слова говорю, то еще что-нибудь. Как научили, так и говорю. Замучила. Замучила, да, замучила. А что, нет? Замучила, конечно. Некоторые тут с самого начала бедные сидят, мучаются, слушают. Такие, как Оксана, спать не идут. Так, все, у вас вопросы еще есть? Не замучила? Ой, девочки, мальчики. Вот напишите, что вы сейчас делаете. Просто смотрите, пьете чай, крутите трубочки или что вы делаете? Что сейчас делают ваши ручки? Кто что делает, рассказывайте. Общаемся. Я не так часто эфиры делаю, поэтому общаемся. Будет у меня школа
Будут эфиры еще, наверное, меньше происходить. А то я наговорюсь от души. Так что будете ко мне в школу приходить общаться. И кто хочет посмотреть, а то некоторые не знают, как я выгляжу, еще не нашли меня. Некоторые уже нашли, а некоторые еще нет. Вот увидят как раз, познакомимся тет-а-тет. Кому сильно любопытно. Есть у кого-нибудь такое любопытство? Так, я слушаю и кручу в компании. Отлично. И пишу еще надо добавить. Слушаю, кручу и пишу. Это тоже очень надо уметь одновременно все делать. Вообще плетуны — это такой народ, у которого не 2 руки, а явно рук 6. Я когда плету, бывает, я на кухне плету, я могу кушать одновременно варить. Могу варить, кушать и кушать. Варить, кушать. И сама кушать, плести. Еще и по телефону разговаривать с кем-нибудь в это время. Короче, многорукие такие. Так, я с детьми гуляю на площадке и вас слушаю. Ух ты, супер. Тоже интересно. Что еще делать? Правильно, можно по телефону болтать, а можно информацию полезную получать. Отлично. Занятие. Так, ручки крутят, трубочки, ушки слушают болталку. Да, болталка. Меня мама так в детстве звала. Болтушка. Болтушка, болтунья. Все равно сейчас будем заканчивать. Сейчас я ряд хочу доплести, чтобы уже увидеть, что в результате тут хоть что-то у нас выплыло. И там уже надо будет у меня тут, видите, уже эти стоечки, они же коротенькие были, и они у меня заканчиваются. Поэтому надо будет их новые доделывать, а это муторная работа, и тогда мы точно тут завязнем. Я уже это сама доделаю. Потом в Инстаграме или там где-нибудь фотки повыставляю, что получила. Ну, в принципе, тут и так все понятно. Это ж не какой-то там супер-пупер изделие. Такое видно, что это будет. Так, добавляю, пишу и учусь. Правильно. Так, Людмила, я вчера только закончила крутить трубочки, 3000 штук, а сегодня отдыхаю, слушаю. 3000 это хороший результат. Так, Аня, мне еще учиться и учиться, когда добавлять нужный цвет, чтобы шахматка получилась. Это надо смотреть по плетению. Это шахматка в смысле веревочки. Там смотря какой узор где идет. Если веревочка прямая или веревочка обратная с прямой или еще чего, в каком именно месте. Ну что-то я даже не заметила. Видите, у меня бежевая с коричневой сплошняком пошли. Белая еще у меня осталась. Еще белую. Белую, может, по краю пустить потом. В конце, в самом, наверное. Да? Сейчас я точно доплету бежевую с коричневой. А белая мне тут хватит? Или не хватит? Ну, посмотрим. Насколько хватит, настолько и будет, значит. По самому краю, последний ряд пущу белой. Чтобы как-то его различить. И нормально будет, думаю. Как зато все трубочки потратила свои. А то лежат, мне глаза мозолят, не знаю, куда их сунуть. А так вроде как в пределе будут. Я люблю вещи, которые не валяются по дому непонятно чего, а именно служат правым делом. Хотя у меня есть, конечно, такие, которые лежат, но у меня таких очень мало. Вообще все работают. Все по делу.
Вот. Так, Лена, я покупала в автомагазине, он находится в таком шнуре, резиновом тросике, очень тяжело режется. Муж топила даже кусок. Ничего себе. Муж потом не покусал за кусачки. Так, Оксана, так, Анна, нет, чтоб рисунок в шахматном порядке получался. Ну, это надо просто цвет поменять. Ну, как? Я не знаю. Если здесь вот вы... Вот одна белая, одна коричневая. Плетем так. Потом... Ну, сейчас мне тяжело это показать на этом рядочке. Потом их меняем местами и все. Там, где была бежевая, делаем коричневую. А там, где коричневая, делаем бежевый. Получается тогда в другую степь. У меня где-то есть ролик, где я показываю, где я плету в шахматном порядке. Прям такой узор есть. Посмотреть надо там. Но там я плету именно этими, обратной и прямой веревочкой. А здесь я сейчас так не покажу, то у меня собьется это дело. Вот. Накладываем вот бежевый на бежевый. Если мы сейчас этот поменяем, наоборот, на коричневую, а эту на бежевую местами, то как раз получится в шахматном порядке. Это надо в каком-то одном месте, где вот пометили веревочкой, и в этом месте менять цвет. Ряд проплели, поменяли цвет, поменяли, проплели, поменяли. Если, например, 2 сделали, потом 2 бежевых, 2 таких, ну там уже по узору. Вот так делать надо. Если вы это имеете в виду, конечно, если я на этот вопрос ответила. Вот видите, вы пишете, я понимаю так, а может быть вопрос был совсем не так. Вот я что и хочу эту онлайн-школу с живым общением, чтобы я слышала вас, не только читала, а именно слышала и видела, что вы хотите. Так легче общаться, легче понимать друг друга. Я вас буду понимать, и вы меня будете понимать. И спросить можете абсолютно на ходу все сразу, что хотите. Так что, девочки, подумайте хорошо и приходите. Я думаю, будет интересно и весело. Девочки и мальчики. Не только девочки. Так, а у меня бежевые закончились. Хотела я группировать с белыми. Не получится. Ладно, сейчас мы что-то придумаем интересненькое. Коричневым, потом бежевым. Ой, белым. Так. Я так сейчас с вами и доплету в результате. До конца. Так, девочки, всем привет! Давно подписана на канал, а трансляции первый раз. Привет всем из Караганды. Ух ты, Караганда. Трансляция. Ну, видите, попали на трансляцию. Отлично. Не забывайте делиться в соцсетях роликами. Не только этим роликом, а вот все, что смотрите на канале, тем и делитесь. И это будет от меня огромная вам благодарность. Я буду очень-очень благодарна этому. И что еще хотела? И комментарии пишите. Вот. Так. Сейчас будем коричневый делать. Так, что мы еще там пишем? Скорее, чтобы было задумок много. Задумок у меня очень много, честно скажу. Что ж у меня выбивает? Вы видите, мой потолок вам светится, который протек. То, что я говорила, что у меня от дождей потолок протек. Вот он вам постоянно высвечивает теперь.
Задумок у меня, говорю, много очень. У меня на 10 человек хватит. Не знаю, слышали вы, нет. Воплотить мне их не могу. Времени не хватает у меня на воплощение задумок. Так, Лена, когда слушаю ваш бархатный голос, то ничего не делается, не крутится, не плетется. Сижу с открытым ртом и не дышу. Не, дышать надо, вы что? А то потом, что я буду делать? Меня потом придут эти, посадят меня, скажут, что это вы тут творите, люди не дышат. Дышите, дышите. Дышите, не мышите, как в мультике. Дышите, дышите. Дышите, не мышите. Кому-то голос нравится, а кому-то говорят, что я сильно монотонная или еще какая-то. Ну, то ладно. Так, дальше читаем. Более чем подробно, я поняла. Отлично. Видите, я как долго читала, рассказывала, что только сейчас ответ прочитала. Так, а что, Оксана, а что вы шилом делаете? Может, поближе показать? Это отвертка. Это моя любимая отвертка, которой я уже пользуюсь, не знаю уже сколько. Нет, почти с самого начала. Сначала я ножницами мучилась, потом перешла на отвертку и поняла, что это просто супер. Но этим концом я редко пользуюсь. Он даже, вот смотрите, какой он блестявый, как новенький. А этот уже весь замучила. Тут и краска, и что только на нем нету. И весь уже я ободрала. Не, я даже не замечала, что я его весь ободрала. Вы представляете, что я натворила с отверточкой? Я у мужа когда-то отвертку стащила. И вот уже или года 2, наверное, с ней. Я ей делаю отверстие, когда мне надо продеть куда-то что-то, какую-то трубочку. Очень удобно. Она как раз маленькая. Очень удобно. Там вот девочки мне уже писали, что смотрели на мою отвертку и себе понабрали в результате. Удобно поддевать что-то, просовывать. Некоторые это делают спицами, ножницами, а я вот все абсолютно делаю отверточкой маленькой. Мне очень нравится. Так что берите себе на заметку. Но это не шило, это отверточка. Так, Елена, Танечка, я тоже покупаю, но видно неудачно. Так, это все Танечки. Так, Таня, девочки, я в Краснодаре, если кому-то надо, есть спицы Киршнера, 1,45 мне принесли, могу с десяток, кому может надо. Так, слышали, девочки, кто Краснодар, кому надо, обращайтесь, пишите, и будет вам радость. Так, дальше. Оксана, никак у меня ровно не получается. Сколько вы плетете? Это зависит от того, сколько вы плетете, какие у вас трубочки, как вы их обрабатываете. Все это приходит, все это научитесь. Даже обрабатывать можно одним и тем же раствором. Один человек обработает, и у него сразу все получается. А другой человек обработает все то же самое. Даже может быть и фирма та же. А не получится. Потому что все люди разные, все по-разному делают. А тем более, что вообще производители чаще всего еще разные, обработки разные, и ровность разная. Даже вы вот, как сказать вам, вот вы обработали трубочки, да, у всех одинаково, к примеру, фирма одинаковая, все одинаково, но вы сушите их, а вы сушите их по-разному. Кто-то сильнее высушил, кто-то меньше высушил, кто-то сушил на солнце, у него получилось так, кто-то сушил 4 дня в сыром помещении, потому что у нас сейчас дожди вот шли, сушить было невозможно. Это все тоже действует на это, все трубочки. Если более сухие трубочки,
на ситце стоечки, например, плетение получается так. Если более мокрые, получается совершенно по-другому. Тут сам он плетешь, и все всегда по-разному. У меня одинаково тоже, ну как получается, но не всегда. По-разному получается. Такое дело. Так что не печальтесь, а просто идите вперед. Ставьте цели, идите вперед, и вы ее добьетесь. Это я вам точно говорю. Так и будет. Я говорила, что я закончу эфир, в результате я, по-моему, уже доплетаю, не то, что эфир закончила. Видите, какая? Обманула вас. Так, Оксана, не торопитесь плести, надо с чувством и с толком. Расстановкой получать удовольствие. Правильно. Спешить не надо. Кто спешит, тот людей насмешит. Успеете, все успеете. Куда вам спешить? Если вы, конечно, хотите продать что-то побыстрее, но все равно учиться надо с умом, а не тяп-ляп, лишь бы было. Научитесь, всему научитесь. Главное желание. Плетение – это та вещь, которая требует желания и усидчивости. И все получится. Видите, какая уже у нас красота выходит? Слепила всю в кучу, и вот вам солнышко вышло такое. Сейчас коричневым мы плетем все, что у нас тут остались у меня коричневые, потом белым. Но я чувствую, что белых мне не хватит на круг. Ну ничего, будет, значит, полкруга белых. Где закончится, там и закончится. Вы, кстати, смотрите, если вы плетете, вот начали с помеченной трубочки, значит, вы там и должны закончить свое изделие. Я вот сейчас закончу, ну, у меня будет домашнее, мне не сильно важно. Поэтому я закончу там, где у меня закончатся трубочки. А вы, если делаете какую-то работу, обязательно где начали, там и заканчиваем. Особенно это касается рядов, когда вы по стеночке плетете рядочки. Обязательно, потому что где-то будет наряд больше, где-то наряд меньше. А есть кто из Бутова? Бутова. Есть кто из Бутова? Я думаю, что тут сейчас мало людей, 58 всего человек. Мало кто отзовется, если вообще отзовутся. Так, а внутри трубочки отверстие со спицей 1 или больше? Внутри. Ну, если спица у меня 1,8, то, наверное, единица там должна быть. Сейчас посмотрим. Трубочка, вылазь. Ну, давай, вылазь. Да тут, наверное, и больше будет. 1,2 будет где-то. Тут еще больше. Но тут надо по вот этой стороне смотреть. По тонкой. Я когда, сейчас скажу, я когда крутила на спицу 1,5 и вставляла леску 1, она села плотно. Ну, прям вот хорошо села. А в 1,2 я спицу 1, у меня не получилось. Некоторые умудряются засовывать, у меня не получилось засунуть туда не спицу, леску. Леску я единичку пыталась пропихнуть. Не получилось. 1,5 запросто влетела, а в 1,2 нет. Может, если бы я еще помучилась, она бы пролезла, не знаю. У меня не пролезла. Так, Оксана, а я зонтик детский раскурочила. Шикарная спица 1,5. Зонт покупала на... Так, видите, детский зонтик. Хряси нету, спицы готовы. Кто нашел? У меня тоже один из зонтика. Анна, Оксана, плету месяц, но все в помойку. Бумага 3, в комусе покупала, полоса 7, спица 1,5. Все правильно, полоса 7, 1,5.
Приходите к нам на онлайн-школу. Может быть, мы вас спасем, чтобы не было у вас все в помойку. А может быть, вы просто к себе сильно строгие. Такое тоже бывает. Вам кажется, что все криво-косо, потому что вы смотрите на мастеров и смотрите на их работы. А вы посмотрите на работы новичков и сравните. Вот так вот еще может быть. Так, не 59. Всем доброй ночи. Я новенькая из Ангарска. 64 человека. Новичкам привет. Если не слышали про нашу школу, можете услышать. Там я впереди говорила про нашу онлайн-школу. Я все ее рекламирую. И все никак не наговорюсь. Так, я смотрю, что вопросы закончились. Наверное, пора заканчивать тоже эфир, потому что мы уже болтаю 2 часа. У меня уже горло пересохло без умолку болтать. Так что, девочки, наверное, давайте подробнее про школу. Вы не слышали в начале, да? Ой, ладно, сейчас скажу про школу и все, и буду отключаться. Онлайн-школа будет проходить, естественно, в закрытом типе. Будут ролики в этой школе, небольшие. Но эти ролики будут в закрытом доступе. Они будут идти... У нас будет чат в Телеграме. У нас будет канал в Телеграме. У нас будет в Зуме программа Зума, сайт Zoom, кто знает. Там будет у нас конференции. Вы будете передо мной, я буду перед вами. Вы будете смотреть на меня, я буду смотреть на вас. И мы будем в прямом эфире, так сказать, видеть друг друга и общаться по видео. У кого-то есть веб-камера, значит, будем на компьютере, если удобно. У кого нет, значит, на телефоне будут тот нас смотреть. Она можно и так, без разницы, как вам удобно. И будем учиться с полного нуля. Кто не умеет плести, будем полностью ситец, веревочки из 2, из 3, заканчивать, начинать, переходить от одного узора к другому узору. Все это будем мы проходить. И будем плести какие-то небольшие изделия. Ну, в принципе, если у кого-то будет желание сплести что-то свое, мы против не будем, будем учиться. Будет длиться этот курс месяц. Будет 10 онлайн-уроков. В них кому интересно, пишите мне в личку. Я вышлю наш план действий, скажем так, по которым будут идти наши уроки. По плану. Оплата, я уже говорила. Так, вот белые трубочки пошли. Оплата у нас будет 4990 рублей. Это за месяц. Все туда полностью будет входить. Эти все... Чат будет закрытый чат, в который вы попадаете и остаетесь там навсегда. Никто вас оттуда выгонять не будет. Будете общаться с плетунами и так далее. Это будет чат закрытого типа для онлайн-школы. Что еще я не сказала? Вроде бы все. Есть также у нас чат еще один, бесплатный. Если интересно кому, то можете тоже туда записаться. Вот. В принципе, вроде бы все сказала. Ничего не забыла. Если что-то интересно, пишите мне в личку насчет школы. Я вам все там вышлю и расскажу. В гривнах я не сказала сколько. 1930 гривен будет оплата за месяц. За месяц общения со мной лично и уроки.
И мастер-классы там будут, и получается, все вместе взятое. Будет интересно и будет очень весело. Так что приходите. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Будет полезно. Это я вам точно говорю. Научимся плести, поднимем настроение и все что угодно. Будем бумагу крутить, трубочки, обрабатывать будем. Все будем там делать. Полностью с полного нуля будем доводить вас до изделий. Вот так. Так, а как группа или чат называется? В Телеграме чат Рукоделкин Лена, плетение из газет. Это бесплатный чат. А потом в школе появится еще один чат. Но уже чисто для школы. В бесплатном чате у нас там общение идет всевозможное. И о погоде, и о плетении. И такое по-домашнему у нас там. Все очень легко и просто. Все добрые и прекрасные. Приходите. Так, Лена, спасибо за эфир. Пожалуйста. Все, девочки, мальчики, давайте будем прощаться, а то уже и так подзатянула я вас очень сильно. Думала, будет короткий, а получился длинный. Уже и все трубочки я свои сплела в результате. Медленно плела и все равно все сплела. Все, давайте, пока-пока. Уже вот видно, что будет у меня. Такая вот штучка. Видите? Тут даже видно, смотрите, как вот, если бы я вот этими вот трубочками проплела вот белое коричневое вот так до конца, было бы очень симпатично, если бы они у меня были. У меня их просто нет. Вот так. Одного цвета. Здесь вот, например, другого цвета. Здесь вот сделать однотонно. Это будет очень классно смотреться. Делайте выводы и смотрите, как вам будет потом на будущее плестись. Повыше и поближе, то чтобы вам же видно было. Все, вот. Вот так. Вроде бы видно все. Тут качество не очень. Тут оно красивое такое, прям яркое, солнечное. А в телевизоре не очень. Оно что-то в компьютере яркое какое-то. Я потом фотку сделаю, и будет лучше видно. Все, давайте, пока-пока-пока. Золотые ручки, спасибо. Спасибо, спасибо. Оксаночка, иди спи, солнышко. Давай, отдыхай. Все, всем кто-то спокойной ночи, кто-то доброго вечера, кому-то, кому что. Все, давайте. Пока-пока-пока. Всем спасибо за то, что пришли.